Привет, друзья! По традиции подготовил для вас топ самых интересных событий в мире бизнеса. Готов поделиться с вами моими мыслями и обсудить каждую из новостей в комментариях. Поехали! Netflix заплатил $200 миллионов, 200 создателям «Игра престолов». Американский потоковый сервис Netflix подписал контракт с продюсерами «Игры престолов» Дэвидом Бенioffом и Дэном Вайсом. Соглашение оценивается в $200 миллионов. В прошлом году Netflix выделила более 12 миллиардов на приобретение, лицензирование и производство сериалов. В текущем году эта цифра возрастет до 15 миллиардов. 15! Человеческий капитал самое главное. Вообще люди самое главное. Мы в Технониколь делали и делаем ровно так же. Когда мы заходим на какой-то рынок, когда мы не имеем компетенции какой-то, но нам она нужна, что мы делаем? Первое, мы их находим. Дальше, мы их приглашаем, на контракт, например, на 5-летний контракт. Мы окружаем всем, что необходимо этим талантливым людям, чтобы увеличить мощность своих проявлений в десятки раз. И поэтому к нам приходят экономить на себе, экономить на людях, с которыми делаешь компанию. Ни в коем случае. Это самый большой фейл, который вообще бывает. И запомните такую вещь. Прибыль или капитал или богатство — это разница между твоей выручкой и твоими расходами. Так вот, если твои расходы составили $200 миллионов за право заключения контракта, но благодаря этому ты сделаешь выручку в миллиард, значит что? $1 миллиард минус 200 миллионов, так вот прибыль твоя будет $800 миллионов. Поэтому всегда смотрите о прибыли, о приросте капитала и никогда не смотрите, сколько вам надо затратить. Uber. Опять Uber. Uber отчитался о рекордном квартальном убытке за всю историю компании. Uber отчитался о самом большом квартальном убытке и самом медленном росте выручки за всю историю компании. Гендиректор Uber признает, что финрезультаты уже стали поводом для мемов, но уверяет, что в долгосрочной перспективе компания станет прибыльной. Акции Uber, которые после IPO почти не торговались выше цены размещения, упали более чем на 10%. Убытки Uber во втором квартале финансового года составили более $5 миллиардов по сравнению чуть менее миллиарда годом ранее, следует из отчетности. Ну и для тех, кто ничего не понял, еще раз повторяю, только за первый день проведения IPO инвесторы потеряли $617 миллионов. Вот. Акции практически Uber не торгуются. Короче, это говорит о том, что хайп на все эти такси-компании прошел. Это такая модель по сжиганию денег. Эмиссия денежной массы в Америке происходит с такой силой, что надо деньги где-то сжигать, называется утилизировать. Вот, поэтому придумали такой способ, что деньги, совершив хозяйственный оборот и оказавшись в руках у инвесторов, домохозяйства, инвесторы, они идут на биржу, меняются на акции, то есть бумажки. Что такое акции? Какие-то бумажки, а потом вдруг в один день эти бумажки обесцениваются во много-много раз. И таким образом деньги нормально совершили свой хозяйственный оборот. Они сделали свое дело и исчезли. Таким образом поддерживается баланс денежной массы во всем мире. И сегодня более эффективные предприниматели научились создавать программное обеспечение по вызову такси. Вот, например, Максим Белоногов сейчас фактически владеет организацией, которая больше, чем Яндекс.Такси. Можете представить? Вот он создал такси Максим, и программным обеспечением по вызову такси Максим пользуется в невероятном количестве стран во всем мире. Поэтому, если уж вы хотите ездить на такси, используйте не Uber, а такси Максим. Договорились? Создатели мультсериала «Маша и Медведь» поднялись в рейтинге крупнейших в мире лицензиаров. Продажи лицензированных товаров принесли российской студии Анимакорд, создавшей популярный мультсериал «Маша и Медведь», почти $330 миллионов в 2018 году, подсчитал журнал License Global. Это позволило российской компании подняться на 4 строчки в рейтинге крупнейших лицензиаров мира, возглавляемом Disney. Черт, это наша российская компания. Я этим вообще горжусь.
В общем, я сегодня просто весь день буду вот в таком вот состоянии, я просто вот буду гордиться этим. Вот. Конечно же, когда они сейчас выйдут в Азию, ну это вообще бомба, на самом деле. Китай, например, там, Япония, Корея, они настолько любят вот эти вот образы, мультики. Я даже боюсь представить, сколько будет стоить эта компания. Просто безумных каких-то денег. Я на самом деле вот присматриваюсь к этой индустрии и прям хочу в нее инвестировать даже. Но единственное, эти компании, когда возникают в России, таланты такие в России, что эти компании буквально как ракеты взлетают по стоимости. Я просто даже не успеваю на правильной стадии инвестировать. Вот. Поэтому, если вы видите мультипликационную студию, анимационную студию российской компании, и вам предлагают акции этой компании, смело инвестируйте. Это может быть новая восходящая звезда. Агентство Bloomberg представило рейтинг богатейших семей мира. На первой строчке рейтинга семейство Уолтон, владеющее крупнейшей в мире сетью магазинов Walmart. Совокупно, по оценке Bloomberg, члены семьи владеют состоянием в 190 с лишним миллиардов долларов. На втором месте рейтинга оказались наследники Фрэнка Марса, основавшего в 1911 году одноименную компанию Mars. По оценке Bloomberg, их состояние суммарно оценивается в 126 с лишним миллиардов долларов. Третье место занимают сыновья Фреда Коха, основавшего американскую корпорацию Koch Industries. Почему я выбрал эту бизнес-новость? Династии, которые умудряются передавать из поколения в поколение управление этим сложнейшим механизмом, они лучше справляются с переходом на следующий уровень, гораздо лучше, чем, например, государственные компании. Вот. Поэтому на самом деле, если взять рейтинг всех самых значимых вещей, которые сделаны за прошлый век, все эти значимые вещи, они созданы так или иначе при участии частных компаний, больших частных корпораций. И умные государства и правительства, да, научились это использовать. Смотрите, как здорово, да? То есть получается так, что сильной страной является каждая страна, где очень много сильного частного капитала. Я задумался об этом. Я думаю, вот когда экосистема Рыбакова станет такой же по влиянию, как, например, экосистема семьи Уолтон. Поэтому я со своей стороны все сделаю для того, чтобы трансформировать нашу страну в большее процветание, в большее благосостояние, чтобы наши граждане жили богаче. Килограмм мяса за 10 тысяч долларов. Дочерняя компания InVitro напечатает этот вот килограмм мяса в космосе. Компания 3D Bioprinting Solution в сентябре отправит в космос клетки мяса кролика и коровы и попробует напечатать из них стейк. Эта технология нужна, чтобы кормить космонавтов на орбите во время очень долгих полетов. Килограмм специально выращенных клеток, из которых на биопринтере печатается условный стейк, еще в 2011 году без учета стоимости печати стоил 1 миллион фунтов. Сейчас цена напечатанного килограмма мяса около 10 тысяч долларов. Да при чем тут этот стейк за 10 тысяч долларов? Да? Главное не в этом. Главное вот что. Все близится к тому, что люди скоро будут жить вечно. Ну, представляете, появляется теперь технология, через которую щитовидная железа и все органы, которые быстро изнашиваются в человеке, могут быть искусственно выращены на орбите. Это компания Bioprinting Solution. Это компания, которая сейчас лидер в мире по созданию рынка, которого еще нет. Это тот самый случай, о котором я всегда говорю в Технониколе. Почему Технониколь выиграл конкуренцию на рынке? Потому что мы в Технониколе постоянно создавали рынки и захватывали их уже в момент создания. И вот, пожалуйста, вам пример. Особая гордость, то, что это российские ребята. Так, моя любимая новость. Американская сеть коворкингов WeWork подала заявку на IPO и раскрыла финансовые показатели. Учредитель сети коворкингов WeWork, самый дорогой стартап США, в преддверии IPO выпустил проспект эмиссии с информацией о своих финансовых показателях. Интересно, посмотрим. Выручка компании за год выросла вдвое, а убыток на 25%. WeWork была основана в США в 2010 году. Сейчас компания работает в 27 странах мира, в том числе готовится запустить свои первые коворкинги в Москве.
Как отмечает Wall Street Journal, значит, WeWork станет самым дорогим стартапом с оценкой 47 миллиардов долларов. И казалось бы, это прям вот захватывающая новость. Но только тот, кто смотрит мои бизнес-новости, будет сейчас знать этот важный инсайт. WeWork указывает, что собирается привлечь 1 миллиард долларов. Даю вам инсайт. Буквально 3 недели назад основатель компании продал примерно на 1 миллиард долларов акций. Представьте себе, что вы оценили в любую сумму вашу компанию, например, в 47, да хотя бы в 100 миллиардов, неважно, да, и заявили, что вы собираетесь привлечь на бирже 1 миллиард. И если внешние инвесторы не пришли покупать вашу компанию, то чтобы закрыть сделку, что вы делаете? Ну, конечно же, берете, достаете свои деньги, да, за те акции, которые только что продали, и как бы покупаете этими деньгами эти акции. И вот что, IPO состоялось. Если посмотреть на макроэкономические показатели, то каждый квадратный метр офисов под управлением WeWork оценивается в 13 тысяч долларов, ребята. Можно только аплодировать великому гению махинаций и манипуляций WeWork, да? Потому что СОК, компания, которую я основал, и которая работает по точно такой же модели, я ее оцениваю в 3000 долларов за квадратный метр. Не в 13, в 3. 3000 долларов за квадратный метр, 28 тысяч квадратных метров к концу этому году под управлением СОК. Итак, умножайте. Итак, 28 тысяч умножайте на 3000 долларов. Умножили, получилось 84 миллиона долларов сегодня стоит моя компания СОК. Компания WeWork, по моим оценкам, стоит примерно в 4-5 раз меньше. То есть делите смело 47 миллиардов, делите на 4-5, где-то 10 миллиардов она стоит. Представляете размер перекупленности? Поэтому, если вы хотите реально купить акции компании WeWork, слушайте, лучше купите акции компании СОК или акции компании Кнотель или акции компании, которые стоят реальные деньги. Моя стратегия всегда заключается в том, что сесть на вторую или третью волну. То есть она тоже достаточно большая, знаете, да, от шарика, упавшего в воду, всегда волны. Так вот, вторая волна и третья, они тоже достаточно большие, но я не трачу энергию на создание волны. Эта стратегия называется преследование лидера. В Технониколе мы провернули ее 3 или 4 раза. Например, однажды компания Rockwell, мировой лидер на рынке изоляции из каменного волокна, и однажды мы решили ее подвинуть. Везде, где появлялся Rockwell, мы вставали номером 2. Мы не несли затраты на R&D, на исследования, разработки, на маркетинг и так далее. Где мы брали разработки? Заимствовали у Rockwell. Где мы брали маркетинг? Так тоже заимствовали, так сказать. Рядом вставали и говорили, да, у нас то же самое, как у Rockwell, только вот чуть-чуть цена меньше, да? И мы так усилились, что в какой-то момент бах! И теперь Технониколь номер 1 в России, номер 1 во всех странах бывшего Советского Союза и, внимание, номер 2 в мире. Друзья мои, ну и напоследок. Услышал тут у блогеров, что YouTube в последнее время начал чудить, отписывает подписчиков. Поэтому пройди прямо сейчас и проверь подписку. И если она горит красным, нажми на нее. Оставайся на связи со мной, и тогда бабки твои будут при тебе. Ну и развлекайся с умом.